что вдохновляет нас, когда мы там, какие внешние обстоятельства отразят. Мы должны понимать, что у нас есть прям. Привет, меня зовут Ирина. На этом канале я делюсь вдохновением, делюсь своим опытом и отвечаю на вопросы, которые возникают в моем окружении, возникают у меня самой. Ищу ответы в пространстве. Сегодня я хочу поделиться ответом на вопрос, который поступил мне. Стоит ли планировать на длительный срок, либо стоит действовать из состояния, что хочется делать прямо сейчас. То есть жить сегодняшним днем, я бы сказала, другими словами. И это очень созвучно вопросу потоковости и контроля. То есть два пути, которым мы движемся. Мы можем выбрать какое-то направление своего движения и четко, руководствуясь определенному плану, действовать. Конечно, это работает. Простой пример, как мы учимся писать. Просто играя с ручкой, мало кто научится писать буквы. Нужны настоящие знания о том, какой символ что значит. Поэтому для того, чтобы научиться писать, для того, чтобы научиться читать, для того, чтобы создавать музыку по нотам, нам необходимы определенные знания, и нам необходимы определенные шаги, следуя которым мы обретаем это. И есть другой момент, что когда мы действуем только согласно определенному плану, если он очень четкий, очень лаконичный, мы можем терять вдохновение и терять вот ту самую ноту насыщенности, ноту некого возбуждения, радости от того, что мы это делаем. И опять же вспомню и напомню школу, учителей, университет. Есть учителя, которые внушают нам прямо любовь к своему предмету. И нам хочется учиться, нам хочется получать знания от этого человека, потому что он делится от сердца, он вдохновляет своим предметом. И поэтому, когда мы действуем, исходя из себя, то есть, когда мы были в школе, у нас были учителя, у нас в институте у нас были преподаватели, то есть у нас всегда есть кто-то, может быть, мастер, гуру какой-то, родители, друзья, кто-то, к примеру, чего мы служим, следуем. И эти руководства, это вдохновение этих людей может нас поддерживать и нам помогать. Но для того, чтобы развить это в себе, мы должны создавать вот этого внутреннего учителя в себе, слышать, настраиваться на этого внутреннего гуру, внутреннего мастера, внутреннего родителя, который помогает нам двигаться, изучать и достигать тех мечт, желаний, планов, которые мы хотим. И для этого мы должны понимать на самом деле, чего мы хотим. И следуя в каждом моменте вот тому самому поиску, что нас вдохновляет именно сейчас, что нас зажигает именно сейчас, мы наполняемся энергией, мы наполняемся тем самым состоянием, из которого мы способны прийти к тем целям, тем долгосрочным, длительным планам наиболее ярко, наиболее наполненно, насыщенно и радостно. То есть на самом деле ответ не в том, чтобы выбирать, действовать одним путем или действовать другим путем, а ответ в том, чтобы найти баланс в этом. Можно видеть, например, в спорте. Мы должны практиковать, мы должны заниматься каждый день. И
не каждый день у нас есть силы, желания, когда-то мы не выспались, когда-то мы устали. Но подумать только о том, куда мы придем, если мы будем следовать этому постоянно. Да, то же самое про питание. Да, нам может сегодня вдруг захотеться бургер, да, но после того, как мы его съели, нам вдруг как бы уже не так здорово, да, наше тело становится слабым, и поэтому заглянуть подальше, немножко вглубь, в будущее, и почувствовать, что вдохновляет нас, когда мы там. Почувствовать не только этот момент, на самом деле нету прошлого и будущего, да? Почувствовать, как мы хотим себя ощущать, какое самое яркое состояние, которое мы хотим переживать в своей жизни. И из этого состояния, изнутри, когда мы чувствуем то именно состояние, не какие-то вещи, которые нас окружают, не страна, в которой мы хотим быть, даже не люди, которые будут рядом с нами и которые будут нас любить и поддерживать, разделять наш внутренний мир. Именно наше состояние, то, что мы хотим ощущать, именно это создает внешние обстоятельства. То есть все работает как зеркало изнутри, поэтому, ориентируясь на состояние, мы отыскиваем долгосрочные планы. То есть мы можем найти и узнать, послушав себя внутри, куда мы хотим прийти, какие внешние обстоятельства отразят наше внутреннее прекрасное вот это вот состояние радости. И уже ощущая это состояние сейчас, соединившись с этим будущим, мы можем почувствовать, какое действие правильное в данный момент. И таким образом, соединяясь вот с нашим присутствием, признавая, где мы находимся прямо сейчас, потому что не признавая именно этот шаг, мы не можем оттолкнуться, у нас нету опоры. Это как пытаться что-то из воздуха, из ничего создать. Мы должны понимать, что у нас есть прямо сейчас, какие инструменты у нас есть прямо сейчас. И из этих инструментов начинать собирать то, что мы хотим. В чем же все-таки ответ? Важно и то, и другое. Но важно создавать себе условия, при которых нам будет хотеться двигаться к тем долгосрочным планам. И очень важно оценивать именно из состояния своего. Потому что если мы будем просто ориентироваться на чьи-то ценности, да, у кого-то есть вилла, у кого-то есть вид на море, просыпаясь. Может быть, это не то, что даст нам ту радость, которую дает этим людям. Создавать для себя условия, чтобы этот путь достижения тех результатов, осуществления тех своих желаний был максимально счастливым, максимально радостным. Все время иметь вот это состояние вдохновения и желания двигаться. Если у вас есть еще какие-то свои видения на этот счет, я буду рада, если вы оставите комментарий, поделитесь, как вы строите свои планы, какие планы вы имеете. Может быть, в осуществлении каких-то планов прямо здесь, как в нетворкинге, мы можем найти тех, кто поддержит и поможет приблизиться к нашим планам уже сейчас. Поэтому я приглашаю вас присоединиться к активному обсуждению прямо в комментариях. Благодарю за то время, которое потратили сейчас, слушая меня. И рада оставаться с вами на связи, как всегда. И привет вам из прекрасного места, из Индии, из Dharamsala, природы, которая в данный момент вдохновляет меня, вдохновляет и раскрывает какие-то новые таланты, с которыми приятно делиться. Вот. Желаю вам находить такие места, таких людей и такое вдохновение.